Подскажите реле времени для инкубатора. А какой таймер мне выбрать для котла? Мне надо, чтобы свет включался сам по себе на даче. На эти и другие вопросы я постараюсь ответить. Обозревать каждый конкретный таймер я буду в других видео. Здесь же расскажу, как выбрать подходящий вам таймер. Сначала разберемся в терминологии. Таймер и реле времени немного разные приборы. Таймер имеет встроенные часы и включает-отключает нагрузку в заданное время. Например, включить в 12, а выключить в 12:30 и так далее. Реле времени встроенных часов не имеет. Оно включает и отключает нагрузку циклически, с определенными интервалами. Например, включить на 5 минут, затем выключить на час, снова включить на 5 минут и так далее. Многие производители называют такие реле таймер циклический. Таймеры могут быть механическими и электронными. Последние, как по мне, проще в использовании и имеют более широкий функционал. И механические, и электронные таймеры бывают суточные, недельные, ну и циклические. По месту установки могут включаться в розетку или устанавливаться в щиток на динрейку. Механические таймеры не очень удобны в использовании. Вот, например, суточный таймер Леманса. Он хорошо подойдет для включения и отключения света в заданное время. Сначала надо, поворачивая циферблат, выставить текущее время. Одно деление на циферблате – это 15 минут, поэтому точно выставить время может быть сложновато. Затем надо опустить вот эти синие рычаги в тех местах временной шкалы, где свет должен быть включен. Если опустить один рычаг, свет включится на 15 минут, 2 на 30 и так далее. Обычно механические таймеры в 2 раза дешевле электронных, поэтому если нужно только включать свет, зачем переплачивать? В отличие от механического, электронный суточный таймер можно запрограммировать более точно. Если вам нужно, чтобы каждый день какой-либо прибор включался или выключался в определенное время, то можно ограничиться именно суточным таймером. Например, настроить так, чтобы бойлер включался в ночное время, когда тариф дешевле. Недельные таймеры почти такие же, как суточные, только недельные. В них вы можете настроить распорядок включения-отключения приборов не только на один день, но и на каждый день недели отдельно. Например, у вас магазин, и вы хотите, чтобы в рабочие дни загоралась вывеска ровно в 8 утра и выключалась в 9 вечера. Такие таймеры очень просты в настройке, особенно если у них есть жидкокристаллический дисплей. На каждый день недели можно настроить множество программ включений и выключений. Количество программ зависит от конкретного таймера. Подробный обзор вот этого недельного таймера можете посмотреть по ссылке в описании. Циклические таймеры включают и отключают нагрузку на определенные интервалы времени. Например, их можно использовать для капельного полива растений. Таймер будет включать воду с заданной вами периодичностью на протяжении всего дня. Есть циклические таймеры с более узкой специализацией. Например, таймер поворота лотков в инкубаторе. Такие таймеры включают двигатель на пару секунд, чтобы повернуть лотки, а потом делают перерыв на час или 2 и снова повторяют цикл. Также подобные таймеры могут использоваться для кормления птицы. Но стоит обратить внимание на то, что каждый таймер индивидуален. В некоторых нет встроенной памяти, поэтому при отключении и включении электричества программа начинается заново. Например, если птицы были покормлены и внезапно отключилось электричество, то при включении программа снова насыпет им корма. Еще стоит отметить, что существуют многофункциональные таймеры, которые объединяют в себе функции нескольких видов и имеют ряд дополнительных примочек. Например, датчик освещенности или астрономическую функцию, могут включать и отключать приборы с восходом или закатом солнца. Или функцию случайного включения света в темное время суток, чтобы создать эффект присутствия людей дома. Надеюсь, эта информация поможет вам подобрать подходящий таймер. На некоторые из них я сделаю подробные обзоры, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. С вами был Серж, пока-пока.